В конце декабря в Иране вспыхнули протесты, которые охватили уже всю страну. Началось все с того, что в крупных городах торговцы выступили против подорожания доллара. К ним тут же присоединились другие граждане, уставшие от бесконечной инфляции и ухудшения уровня жизни. Однако акцент моментально сместился с экономики в сторону политики. Уже который день люди скандируют лозунги против режима. «Смерть диктатору», имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Или «Убью каждого, кто убил моего брата». Или «Кровавый год, Сейед Али будет свергнут». А еще то и дело звучат промонархические лозунги. «Это последняя битва, Пахлеви, возвращайся», например. Речь о Резе Пахлеви, сыне последнего шаха, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года, который живет в США, критикует Исламскую республику и стремится стать главной фигурой оппозиции. Промонархические лозунги звучали в Иране и прежде, но не были одними из основных, как сейчас. Протест почти сразу принял радикальные формы. Демонстранты нападают на полицию, пытаются захватывать административные здания, разрушают объекты пропаганды. Все чаще поджигают машины сил безопасности, бросают в полицию коктейли Молотова, регулярно закидывают правоохранителей камнями. Власти отвечают стрельбой из дробовиков. Есть и летальные случаи. На момент записи ролика известно как минимум о 29 погибших. Их похороны, в свою очередь, превращаются в массовые политические акции. Сотни людей приходят на кладбище и скандируют там политические лозунги. Наиболее ожесточенным протест становится в небольших городах и в сельской местности, а подъем национальных движений на окраинах страны может создать наиболее опасную ситуацию для властей. Речь в первую очередь идет о курдах вблизи границы с Ираком и белуджах, живущих в районах, граничащих с Афганистаном и Пакистаном. Здесь многие жители и сами при оружии и могут получить поддержку из-за границы. Однако пока был лишь один по-настоящему серьезный инцидент. В населенном курдами городе Малик-Шахи вооруженные огнестрельным оружием протестующие напали на местную базу ополчения Басидж. По данным иранских СМИ, убиты 3 нападавших и 1 член корпуса стражей Исламской революции. Вообще, последние 3 года эта Исламская республика протестовала почти без перерыва. Но речь преимущественно шла о локальных протестах. Небольшие группы людей выходили на акции против низких зарплат, недостаточных пенсий, проблем с электричеством или перебоев с водой. Если мы посмотрим на статистику выступлений в Исламской республике, то увидим, в 2025 году в каждом месяце можно найти лишь несколько дней, когда люди не протестовали. Перерыв иранцы сделали только на время 12-дневной войны с Израилем и США. Иными словами, к 2025 году Иран превратился в территорию перманентного протеста. Однако нынешние выступления сильно отличаются от активности прошлых лет. Протесты захлестнули буквально всю страну, на улицы одновременно выходят сотни людей в разных провинциях, и мировая общественность с интересом наблюдает за происходящим. Западные СМИ сообщают, у руководства Ирана есть планы бежать в Россию. В общем, сегодня разберем ситуацию в Иране, посмотрим, что там происходит. Разберемся, в чем причины протестов, так ли серьезно они угрожают властям и какую роль в этой истории может сыграть Москва. В подготовке ролика помог Никита Смагин, автор канала «Дежурный по Ирану». Если интересно, подпишитесь, он там регулярно про Иран пишет. Еще перед началом анонс. Мы тут активно развиваем проект «Релокац», и теперь переехать с этим проектом стало еще проще. Сейчас проект помогает с оформлением ВНЖ, ПМЖ и даже гражданства. Ссылка на проект в описании. Начнем. Двадцать 25-й оказался для Ирана весьма противоречивым. По ряду направлений в стране запустили настоящую либерализацию. Ну, по крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. Под давлением общества власти отступились от обязательного хиджаба для женщин. Норма, которая держалась в стране почти 45 лет. С 79-го в Исламской республике женщины были обязаны покрывать голову, не носить обтягивающую одежду и закрывать руки до запястий, а ноги до лодыжек. Нарушительницу могла задержать полиция. В первый раз ожидала долгая разъяснительная беседа. При повторном задержании полагался штраф, а в случае многократных нарушений – тюремный срок. Именно из-за проблемы дресс-кода вспыхнули прошлые масштабные протесты в 22-м. Тогда в Тегеране иранскую девушку Махсу Амини задержала полиция нравов за неправильный хиджаб. А уже в участке правоохранители настолько перестарались с разъяснительной беседой, что забили девушку насмерть. Этот случай вызвал такой резонанс, что страна протестовала примерно 3 месяца. Протесты подавили, погибли примерно 500 человек. Однако иранские женщины свою борьбу продолжили. Многие начали демонстративно выходить на улицу с непокрытой головой.
В 23-м и 24-м власти пытались штрафовать их с помощью умных камер, налагать финансовые санкции на компании и офисы, куда женщины приходили без хиджабов. Наконец, нескольких нарушительниц принудительно отправили в психиатрические больницы. Но к 25-му Исламская республика сдалась. С точки зрения закона не изменилось ничего. Женщина все так же обязана покрывать голову, закрывать руки до запястья и ноги до лодыжек. Но на практике полиция больше не делает замечаний тем, кто выходит на улицу без хиджаба. Практика эта распространилась и на мотоциклы. Формально ситуация с ними такая же, как и с хиджабом. Иранкам по-прежнему запрещено водить мотоцикл. Но на деле все больше девушек садятся за руль, и полиция этому не препятствует. В сети появилось множество видео, где женщины устраивают настоящие мотопробеги. Разумеется, ездят они все без прав, ведь получить их по-прежнему нельзя. Еще одним символом перемен стали сообщения, что иранцы все чаще открыто употребляют спиртное. С одной стороны, в сентябре власти закрыли ресторан в одном из общественных парков Тегерана, где регулярно подавали алкоголь и исполняли танцы. Но с другой стороны, сам факт, что алкогольные напитки подают и пьют, за что полагаются десятки ударов плетью, говорит о многом. Как и совместные танцы мужчин и женщин в публичных местах, которые также запрещены, но происходят. Еще пару лет назад сложно было представить, чтобы в столичном парке распивали спиртное и плясали, а продавцы отделались лишь закрытием заведения. Подобные случаи происходили не раз и не два. В итоге глава иранской полиции Ахмад Реза Радан выступил с разъяснительным заявлением. Общественные места, дескать, не должны быть наполнены грехом, а за подачу алкоголя рестораны следует опечатывать на несколько месяцев. При всей грозности риторики сама идея, что за алкоголь теперь всего-то лишают дохода, выглядит невиданным либерализмом по меркам прошлых иранских лет. В крупных городах стали происходить и полуподпольные, а иногда уличные, концерты западной музыки. Власти называют ее растлевающей, но если раньше такие мероприятия разгоняли, а организаторов сажали, то теперь участников все чаще оставляют в покое. Иными словами, по целому ряду направлений власти пошли на серьезные уступки. Можно сказать, что протесты 22 года во многом добились заметных перемен. Так почему же люди вновь выходят на улицы и кричат «смерть диктатору»? Скажем об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Roblox по просьбе Роскомнадзора неоднократно удалял игры. Но их там десятки миллионов, все никак не проверишь. Поэтому Роскомнадзор решил запретить целиком платформу, у которой пользовались миллионы россиян ежедневно. В интернете шутят, блокируя Roblox, Роскомнадзор массово обучает школьников подключению к VPN. Но в таких штуках есть доля правды. VPN сейчас необходим практически всем социальным группам. От совсем юного возраста, когда ребенок смотрит мультики на YouTube, до пожилого человека, когда необходимо быть на связи с близкими и иметь возможность им позвонить. А бесплатные VPN-сервисы с нагрузкой не справляются. Лучше, конечно, приобрести платную подписку. Тем более сейчас удачный момент для этого. У сервиса Durif VPN идет новогодняя распродажа. Сервис этот работает на новейших протоколах, которые обходят даже самые жесткие блокировки, в том числе белые списки. Трафик маскируется так, что провайдеры не видят использования VPN, благодаря чему звонки в мессенджерах проходят без перебоев, а соединение остается стабильным, даже когда другие сервисы уже перестают работать. Устанавливается Durif VPN за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт, как вам удобнее. К одному аккаунту можно подключить сколько угодно устройств – смартфон, ноутбук и телевизор. Хватит на всю семью. А если еще и знакомых пригласите, то получите за это бонусные дни или деньги, в зависимости от того, что сами выберете. В рамках новогодней распродажи у Durif VPN действуют мега-скидки на все подписки до 70%. Если вы не успели на распродажу, то подключайте Durif VPN по моему промокоду CATS со скидкой в 25%. Это повышенная скидка специально для моих зрителей. Ссылка на Durif VPN в описании. К сожалению, рассказы о послаблениях в Иране перестают выглядеть так впечатляюще, если взглянуть на другие показатели. Например, стремительными темпами растет число смертных казней. Тенденция наметилась еще с начала 20-х. Если в конце 10-х в Иране казнили в среднем по 250-300 человек в год, то в 22-м казни подверглись уже почти 600 человек, а в 2023-м 850, в 24-м почти 1000. Но 25-й стал еще более радикальным, почти 2000 человек казнили. Показательно, что с правовой точки зрения вопрос смертных казней чем-то напоминает ситуацию с хиджабом. То есть правовая база практически не изменилась, изменилась практика.
Примерно половина всех смертных приговоров выносится за хранение или транспортировку наркотиков. На втором месте казни на основе принципа возмездия. Речь, как правило, идет о наказании, которое семья жертвы может выбрать для убийцы и их родственника – казнь или тюремное заключение. На третьем месте – казнь за изнасилование. Казни по делам, связанным с госбезопасностью, составляют минимальную долю. В основном речь идет о преступлениях против государства или религии. Туда относятся обвинения в богохульстве, наказание за участие в протестах или шпионаж. Таких случаев обычно не больше 20 в год. То есть общий тренд свидетельствует не столько о росте политических репрессий, сколько об ужесточении правоприменения. Консервативная часть элиты в принципе считает казни нормальным способом взаимодействия с обществом. В этом году, как следствие 12-дневной войны, появился еще один фактор давления на население страны – шпиономания. Только по официальным данным, по подозрениям в связях с иностранными силами с июня 25-го было задержано около 21 тысячи человек. Вероятно, не все дела заканчивались реальными сроками, но масштаб беспрецедентен. Впрочем, если спросить обычного иранца, то он может и не знать, как много людей казнят и почему. Жители Ирана в основном охвачены страхом, неопределенностью и чувством незащищенности. Это в основном происходит из-за экономической ситуации. Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и вернул санкции в 2018 году. С тех пор инфляция только по официальным подсчетам выросла примерно до 40%. С тех пор ситуация не меняется, и каждый год этот показатель примерно одинаковый. При этом реальное подорожание средней продуктовой корзины для обычных граждан может достигать 80% ежегодно. Чтобы понять, насколько сильно ощущение безнадежности обычного иранца, давайте вспомним, как это было в условные лихие 90-е в России. Тогда в 92-м инфляция взлетела до рекордных 2500%, но затем начала снижаться, в 93-м была 840, а в 97-м уже 11. То есть после финансового краха темпы инфляции медленно, но верно снизились. Это рождало надежду. Может быть, сейчас все плохо, но завтра будет лучше и постепенно становится лучше. В Иране же ситуация стабильно плохая уже 8 лет, что рождает чувство безысходности. И чисто формально в конце прошлого года люди вышли на протесты, когда подорожал доллар. В начале декабря цена была около 1 миллиона 200 тысяч реалов за доллар, а к концу месяца взлетела до 1 миллиона 400 тысяч, то есть на 20%. Но реальная проблема не столько во внезапном скачке, сколько в том, что реал начал обваливаться еще в 2018, когда Трамп вернул санкции. С тех пор национальная валюта ушла в крутое пике. В 2018 году 1 доллар стоил 47 тысяч реалов. За 8 лет цена доллара выросла в 30 раз. Добавим к этому нарастающую безработицу. Официальная цифра вроде бы не страшная, 9%, но Госстат учитывает только тех, кто зарегистрирован как безработный на бирже труда, в чем большинство иранцев не видят смысла. Наблюдающие за ситуацией экономисты говорят, уровень занятости в Иране продолжает снижаться, причем среди женщин быстрее, чем среди мужчин. Наконец, кризис электроэнергии. В этом году он обострился. Все лето в крупных городах электричество отключали каждые 2-3 дня. Блэкауты бывали и в прошлые годы, но раньше отключения за все лето случались всего несколько раз. Туда же добавилась беспрецедентная засуха, которая угрожает перебоями с водой. Раньше иранцы лишь слышали о протестах из-за воды на юге Ирана. Но вот впервые воду отключали в некоторых районах столицы. А президент Ирана вообще заявил, если не пойдут дожди, Тегеран придется эвакуировать. Дожди в итоге пошли, но население испугалось не на шутку. При этом большинство винит в происходящем неэффективную политику Исламской Республики, которая на протяжении десятилетий строила плотины и разрешала бесконтрольно рыть колодцы. В общем, у иранцев более чем достаточно претензий к собственной власти. Но главное – ощущение безнадежности. Именно этим и обусловлена радикальность лозунгов, выходящих на улицы иранцев. При всей серьезности происходящего, масштабы выступлений пока не доходят до уровня 22 года. У протестующих нет ни эффективной координации, ни настоящих лидеров. В большинстве случаев речь идет о спонтанных выступлениях групп людей. Если ситуация такой и останется, полиция, вероятно, сможет протесты подавить, как уже успешно делала в прошлые годы. О том, что власти пока не считают происходящее чем-то критичным, говорит и тот факт, что они до сих пор не отключили интернет. Работа сети лишь местами замедляется. Иными словами, выход протеста на новый уровень возможен только в том случае, если возникнут обнадеживающие демонстрантов факторы, а вероятность такого развития событий есть. И главный фактор потенциальной трансформации настроений, как ни странно, Дональд Трамп.
Дональд Трамп уже дважды говорил, что готов вмешаться в происходящее в Иране. 2 января он заявил, что Соединенные Штаты придут на помощь иранским протестующим, если власти будут подавлять выступления с применением оружия. Затем случилась операция в Венесуэле, которая несколько отвлекла мировую общественность от Ирана, но 5 января Трамп свое предупреждение повторил. Цитирую. «Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, я думаю, что США нанесут им очень сильный удар». Вероятность удара становится еще более реальной, если учесть, что США и Израиль и так рассматривали подобный сценарий в этом году. Под конец 25-го, еще до начала протестов, тот же Трамп заявлял, Тегеран, мол, может заняться восстановлением своей ракетной и ядерной программ. И еще один крупный удар Штаты вполне могут себе позволить. Трамп и прежде с Ираном не церемонился. В январе 20-го по его приказу был уничтожен легендарный иранский военачальник Касем Сулеймани. А в июне 25-го США вместе с Израилем нанесли удары по иранским ядерным объектам. Словом, новая атака выглядит вполне реальной перспективой. И вот что особенно важно, еще никогда иностранная сила не наносила удары по Ирану в момент протестов. То есть мы не до конца понимаем, как на подобное отреагирует система управления и иранское общество. Будет ли этого достаточно для падения режима? Зависит от множества факторов. Во-первых, Трамп может обойтись символическим ударом по Ирану, например, атаковать отдельные подразделения сил безопасности, чтобы снова оказаться в центре внимания и продемонстрировать, что слов на ветер не бросает. Однако, такого едва ли хватит для падения Исламской Республики. Может даже сработать в обратную сторону, под предлогом защиты от иностранной атаки начнут с еще большей силой истреблять протестующих. Ведь с безоружными людьми тягаться куда проще, чем с США или Израилем. Во-вторых, США и Израиль могут воспользоваться моментом, чтобы доделать начатое прошлым летом. То есть снова ударить по оставшимся мощностям ядерной программы Ирана, по силам ПВО, производством ракет и беспилотников. При этом смена режима может вообще на повестке не стоять. Наконец, если Трамп действительно решит сменить режим аятолл, придется как-то координировать действия протестующих. Ведь одним подрывом военных мощностей в таком вопросе не обойтись. Тут надо и власть взять. После истории с Венесуэлой задача не выглядит невозможной. Аятолла вполне может уехать на израильском вертолете в Иерусалимский окружной суд. Но все же остается много вопросов и сложностей. Если удары по Ирану в момент протеста все же состоятся, произойти может что угодно, в том числе консолидация остатков силовиков вокруг власти. Но также не исключено, что вся система Исламской Республики просто посыпется. Вероятность транзита немного увеличивает тот факт, что руководству Ирана есть куда бежать. Есть куда в решающий момент ретироваться ради спасения себя, как это недавно сделал сирийский диктатор Башар Асад. На фоне волнений в Иране газета The Times со ссылкой на британскую разведку написала: в случае усиления протестов Хаменеи готов бежать в Россию. Речь якобы идет о плане «Б», если армия и силы безопасности перестанут выполнять приказы и перейдут на сторону протестующих. Насколько точны сведения газеты, сказать сложно. Однако в то, что Хаменеи рассматривает Москву как запасной аэродром, верится охотно. Путин последовательно предоставляет убежище партнерам-автократам. Во многом это прагматичный подход. Никто, кроме Москвы, таких гарантий не дает, а для авторитарных лидеров наличие такого островка безопасности – проблема насущная. С момента, как начались протесты, самолеты между Россией и Ираном действительно начали летать активнее. И не только стандартные рейсы Аэрофлота, летающие регулярно. Военные эксперты, отслеживающие перемещение авиации, обратили внимание на несколько российских и белорусских Ил-76, которые приземлились в Иране. А иранские проправительственные журналисты сообщили, что в Исламскую Республику прибыли первые российские ударные вертолеты Ми-28. О том, что Тегеран договорился закупать эту технику, говорили еще в 23-м. И вот, как-то так совпало, что первые долгожданные военные вертолеты прибыли в Иран именно в дни протестов. Еще на фото и видео с территории Ирана попадались российские бронеавтомобили «Спартак». Ни одна из сторон никаких официальных разъяснений об этом не дала. Нюанс в том, что и Ми-28, и «Спартак» в случае ударов Израиля или США будут бесполезны. Да и на нынешнем этапе протестов они не нужны. Лучше всего ударные вертолеты и бронеавтомобили подходят для борьбы с вооруженными повстанцами. То есть нужны они именно на крайний случай, когда привычными дробовиками и слезоточивым газом уже не отделаться. В целом позиция России по Ирану понятна. Кремль явно не в восторге от происходящего, тем более от перспективы, что дружественный режим можно сковырнуть.
Во-первых, Иран важный партнер России. Взять хоть систему обхода санкций, которую выстраивали по опыту Исламской Республики. Или российские белые списки, кальку национального интернета, который Иран использует как крайнюю меру в борьбе с протестующими. Во-вторых, российское руководство автоматически примеряет проблемы авторитарных государств на себя. Еще не хватало, чтобы иранский сценарий стал примером для населения других авторитарных стран или тем более для жителей России. Впрочем, есть и другая особенность российской позиции, которая проявилась еще в период 12-дневной войны. Россия готова помогать Ирану вооружениями, пока все гладко. Но стоит на горизонте замаячить реальным проблемам, так уже впрягаться и не хочется как-то. Особенно если противостояние идет с Израилем или с США. Перспектива столкновения ни с одной из этих сил российскому руководству совершенно не улыбается. Другое дело, если речь идет о побеге всенародно любимого Аятоллы Хаменеи на пенсию в Москву. Это совсем другое дело. Ну, в общем, поглядим, что будет с Хаменеи. До завтра.